Ну что ж, преступление и наказание. Достоевский. Зачем Раскольников убил двух бабушек? Очень просто. А Родион Романович был шизофреником. Я не знаю, почему нам об этом не говорили в школе, но вот я была уже не в школе, а я была в колледже в данный момент, когда мы читали вот этого Раскольникова, не Раскольникова, а Достоевского «Преступление и наказание». И почему-то нам не говорили, что Раскольников был шизофреником. Мы разбирали о том, какие у него были муки совести, какой он был несчастный, там, глубокий, интересный человек. И вот зачем же он убил этих бабушек и так далее. И все вот прям были погружены в пучину рассуждений. А на самом деле все просто. Человек просто был шизофреником. Причем, обратите внимание, он изначально был обычным шизоидом, каких вообще миллионы. Просто обычный шизоид, ну, довольно замкнутый, своеобразный, не суперобщительный. И вместе с тем у него была хорошая работка, подработка. Он успешно учился, успешно публиковал свои статьи. Правда же, у него даже был какой-то близкий друг. Все, крутил какие-то шуры-муры с какими-то девочками, худо-бедно как-то жил. Маменька ему что-то там периодически денежки присылала, ну да ладно. Но в целом он был как-то встроен в этот социум. И вдруг... Что явилось триггером, не очень понятно. Однако в какой-то момент, что зачастую и происходит, к сожалению, с нашими шизоидами, эта шизоидность стала переходить в шизофрению. Каким образом? Нельзя сказать, что он прям-таки дебютировал и выдал нам острый психоз. Нет. Однако он периодически в него заходил. Он как бы был такой частичный, этот психоз, да? Он периодически заходил в состояние измененного все-таки сознания. Да? И давайте посмотрим, что его делало шизофреником, причем классическим, настоящим шизофреником. И по идее эта шизофрения должна у него расцвести буйным цветом. Она как раз и вспихивает в возрасте, на самом деле, от 20 до 30 лет чаще всего. Вот и все. Но по ребенку все равно можно сказать, что вот он такой шизоидный мальчик, да, вот черты такие заостренные, то есть уже вот в какой-то акцентуации они видны в ребенке. Хорошо, давайте посмотрим, что его у нас делает шизофреником. И вообще мотивы убийств. Мотивы-то убийства самые, что ни на есть, шизофренические. А главным образом это сверхценная идея. Вот это мировое господство. Наполеон был его самым таким любимым героем. Да, он его обожал. Он все время, а как бы поступил Наполеон? А вот что бы сделал на моем месте этот Наполеон? Соответственно, мотивом убийства было проверить, вошь я или человек, или право имею. Там я написала себе дословно все то, что он говорил. То есть люди делятся, он же даже такие статьи публиковал, люди делятся на два типа. На вот это какое-то, значит, быдло обычное, обычный человек, который должен следовать закону, всех слушаться и так далее. Все то, что прописано там религиозно и государственно, он должен этому всему слушаться. И та небольшая группа людей, куда, собственно говоря, входят великие люди, Наполеон в том числе, он пытался сюда себя причислить, которые имеют право на собственный выбор. Вот считает он, что нужно убить там целую страну, целый город, да, допустим, как Наполеон, значит, он на это имеет право. И убивая этих бабушек, он ставил над собой эксперимент прежде всего. Он хотел проверить, вошь он или человек, действительно, с большой буквы, или он Наполеон, да. Вот как бы поступил Наполеон, оказавшись перед этими бабушками, рассуждал Раскольников. Да он, не задумываясь бы, грохнул и ту, и другую. Вообще не задумываясь. Перешагнув это для великих каких-то целей. Посмотрите, соответственно, мотивом являлся не голод, не маменька, не еще какие-то там финансовые дела. Он же даже не пользовался этим всем. Он спрятал все эти украшения под камнем и все, да, закопал. Я вчера смотрела просто фильм, просматривала этот фильм, чтобы оно вот так. И очень хорошо, кстати говоря, на эту роль выбрали актера. Прямо вот шизофреник натуральный, стопроцентный шизофреник. Вот такой весь астеничный, лохматый, грязный, весь такой вонючий, в чем ходит, в том и спать заваливается, да, ну вот прям классически. Вот это такая дисфоричность, раздраженность, негативизм, такой аутичность, нежелание вовлекаться в общение, да, выдает себя всем подряд, то есть неадекватность своих суждений, неконтролируемость своего поведения. Ну вот, возвращаясь, короче, к мотиву убийства, мы видим, что мотивом убийства явилась сверхценная идея, собственно говоря, что и отличает наших шизофреников. Да?
от невротиков. Давайте дальше посмотрим. Значит, какая у нас была негативная симптоматика? Ну, во-первых, вот этот вот такой апатоабулический симптом, да? Не симптом, а апатоабулический синдром. Сниженная воля, мотивация, завалился, все ему лень, все ему не хочется, весь он погружен в какие-то бесконечные мысли о каких-то очень глобальных, крупных, тоже, что отличает шизофреника, проектах, да? Они или про космос думают какую-то, или какая-то глобальная политика, то есть какая-то сверхценная идея их очень сильно захватывает. Они начинают уходить совершенно в другие какие-то параллельные реальности, жить совершенно не земными вот этими простыми обычными вещами, а какими-то очень такими мыслями такими масштабных таких размеров, да, мировых размеров. Значит, соответственно, вот так. Я что-то света забыла включать. Ну да ладно. Или включить уже этот свет. Фиг с ним. Обычно у меня еще, помимо этих 3 ламп, я еще включаю дополнительный свет. Ну, заодно и посмотрим, какой свет у нас будет. Соответственно, да, мы поняли, такое депрессивно-подавленное очень настроение. Ну, все, он перестал работать, да. Почему он у нас стал вваливаться? Он перестал работать, перестал общаться с другом. Помните, этот друг ему стал неинтересен, он уже не вовлекался в это во все, да. Он перестал коммуницировать с людьми, он никуда не хотел работать, он ничего не хотел. День спутался с ночью. Все, что он делал, это вот бродил по каким-то дворикам, весь в своих мыслях, разговаривал вслух, да, и так далее. Вот, кстати, разговор вслух, это у нас уже идет куда? К продуктивной симптоматике. Собственно говоря, после убийства этих бабушек, что с ним произошло? Кстати, вторая не была ведь бабушкой. Там и так вот все бабушка. Ведь вторая бабенка, она такая была довольно молодая, сестра. Да, вот первая бабулька, она была бабулька, а вторая, она была ее сестра, она не была бабулька. Почему вот в нашей голове она засела вот как вот бабулька какая-то вторая? Но неважно. И вообще само вот это убийство, вспомните, насколько оно было патологичным. Ведь оно совершенно не было стратегично никак продумано. Оно не было каким-то, ну, что ли, спонтанным в какой-то драке или в какой-то ссоре. То есть там вообще не было никакой логики. Не было. Это чисто шизофреническое убийство. Топором вот так вот, да, по башке. Да, вот это вот больное убийство. Вот именно оно больное. Вот скажите, вы бы согласились с Раскольниковым остаться в одной квартире? Ну вот правда. Вот переночевать, допустим, вас попросили с Раскольниковым в одной квартире. Там, с человеком абсолютно такого же портрета психологического, как Раскольников. Навряд ли, правда? Потому что вы четко понимаете, что человек неадекватный. Соответственно, и убийство, и мотив этого убийства был абсолютно неадекватный. Обычно убийство какое? Ну, например, как-то вот он его хотя бы спланировал, он бы ее там как-то там подкараулил где-то там. Вообще, в принципе, зачем ее убивать? Дождался, пока бабулька вышла, да, обнес ее спокойно. Зачем вот это вот с этим топором каким-то и так далее, да? Ну, или в крайнем случае, как-то, я не знаю, там ее задушил, там табуреткой как-то. То есть ты продумываешь, прежде чем убить, ты должен как-то продумать. В этом есть хоть какая-то логика. А здесь вот абсолютный вот такой... Короче, мотив шизофренический. Значит, что дальше? Вот это вот подавленность, нежелание работать, нежелание ничего делать. Все, вот в чем он ходил, в том и спать заваливался. Он забывал кушать, у него были бесконечные голодные обмороки, да, вот эти фингалы жуткие под глазами, волосы дыбом, как у всех шизофреников, ногти длиннющие, грязные, пальто грязное, весь засаленный, вонючий, лохматый, ходит, и вообще его в реальности нет. Все, он погружен в свои какие-то абсолютные процессы. Это у нас с вами такая негативная симптоматика. Хорошо. Значит, один из таких ведущих у него, что ли, аффективных состояний – это вот такая бесконечная встревоженность. Вспоминайте. Вот такая бесконечная взволнованность, да, вот возбужденность такая, окрашенная причем негативизмом. Дальше амбивалентность. Он впадал то в одно состояние к человеку, то в другое. То эту маменьку он любил там безумно, то она его как-то раздражала. То эту Сонечку он как-то любил, то он ее отталкивал. Вот эта амбивалентность, она сквозила везде и во всем. То он там к другу своему с теплыми объятиями, то, значит, иди противный. И это было мгновенно причем.
Так, значит, ну, суженность сознания, мы тоже это очень хорошо видим. Все, сознание сужено, до призмы какой-то очень узкой. И вот он мыслит, причем вот этот фильм, он вот и сам Достоевский, он настолько хорошо отразил вот эту вот шизофреническую жизнь, шизофренический бред, шизофреническое ощущение этой серой реальности. Фильм старый, фильм черно-белый в 2 частях какого-то там лохматого года. Его, конечно, тяжеловато смотреть, и музыка, и все, но актеры совершенно гениально сыграли. Это все понятно, все здорово. Это, кстати, одна из немногих книг, которую я из классики этой читала. И она очень мне тяжело давалась, но все-таки давалась как-то с трудом и так далее. И вот наших школьников заставляют это зачем-то читать, заставляют как-то вот все это копать. И это одна из сотен других книг, которые являются таким обязательным. Почему оно является обязательным, непонятно. Хотя Достоевский прекрасен, чего уж там спорить. Его вот эти диалоги, ну они просто бесподобны. Диалоги просто бесподобны, заслушаться можно. Хорошо, значит, дальше мы посмотрим, что такое. Про внешний вид и отсутствие аппетита и так далее. Да, вот это характерная для психиатрического больного изможденность. Все, он как бы выпал, он выпал. То есть непонятно. Я помню, я с одной девочкой разговаривала, и я почувствовала, что она заходит у меня в психоз. И она говорит, я не знаю, сколько дней я не выхожу из дома. Она же по скайпу пришла ко мне. Я не знаю, сколько я дней не выхожу из дома. И я ее спрашиваю, подойди, а покажи мне свою квартиру. Она начинает показывать квартиру. А мне же надо понять, да, что с ней происходит, сколько она уже там не выходит из дома. Я ее прошу, подойди к своему холодильнику, открой, пожалуйста, свой холодильник. Покажи мне, какие там есть продукты. При мне посмотри, какое число стоит на этих продуктах. Вот она смотрит эти яйца, там это масло, там, когда она это купила, эти пирожки, которые там заплесневели и так далее. То есть это вот настолько ярко характеризует состояние вот это психотическое, что человек больше не здесь. Все, и он перестает платить по счетам, перестает отвечать на звонки, перестает выходить из дома и погружается вот в такую, как бы, вот, как в этом фильме было очень хорошо отражено, вот в эту серую, беспробудную тьму какую-то жуткую совершенно. Так, значит, критика была чрезвычайно снижена, он разговаривал сам с собой, не видел абсолютно, что он был не критичен, да, как дурачок быстро выдавал себя, то там, проговаривался везде о содеянном, да, был совершенно невменяем, так сказать. Назвать его вменяемым, но рука не поднимается. Ну разве он вменяем? Он совершенно невменяемый, поэтому какая ему каторга, его надо было в дурдом укладывать, да и все. Значит, что еще хочу сказать? Из продуктивной симптоматики там были, собственно говоря, и псевдогаллюцинации, и галлюцинации, особенно после убийства. Вспоминайте, там все кто-то ему там бормотал, ходил за ним, пугал его, да. Были вот такие моменты, это очень хорошо там видно. Вспышки гнева, да, неадекватное поведение, это я все рассказала. Дисфория тоже рассказала. Так. Все, сейчас я еще быстро пробегусь, что я должна была вам сказать. Ну и мамочка содержит, естественно, его. Про мотивы убийства мы с вами поговорили. Значит, вот, сейчас, подождите, я сейчас записала это. Сейчас я писала. Вот я записала. Вошь ли я или человек, тварь дрожащая или право имею? Я хотел проверить, я особенный, да, или я как все. Вот и все. Что еще? Буквально пару слов про Сонечку и про то, как Достоевский хорошо отразил вот эту русскую суть. Да? Что вот эта вот Сонечка, допустим, ну, в данном случае была очень такая, она лицемерная, лживая девочка, какая вроде бы она вот такая вся, Господь не допустит, Господь ее не оставит. И тут же пошла на панель. Она у нас на панели была, и Господь ее не оставит. То есть она не пошла работать дворником, она не пошла работать служанкой. Она выбрала пойти там писюлечку сосать, там денежек побольше было, как-то повеселее, может быть, было. Да? Но я показываю вот эту какую-то лживую подноготную в данном случае вот у этой Сонечки. Собственно говоря, за мужиком она готова была ехать на каторгу, и бросив вот этих детей. Значит, на панель она шла ради детей, да, вот этих каких-то братиков, сестреночек, которые ей надо было растить, она пошла на панель. Но когда она влюбилась, она поехала на каторгу и забыла про то, что она вообще всех этих детей побросала в детском доме где-то.
Вот и все. Да, вот отражена вот эта как бы суть и даже многих каких-то русских женщин, что ради мужчины она готова бросить вообще все. И детей родных там, не знаю, в шкафу запирать просто, да, когда она там сексом занимается каким-то. И очень хорошо отражена была вот эта, значит, ее женщина. Она была ее мама или кто там. В общем, этот папа умер у Сонечки Мармеладовой, помните? И сначала они орали, рыдали, что он ворует у них деньги. Через минуту они стали рыдать, на кого он их покинул. То есть вот этот какой-то маразм, денег нету, но почему-то закатывается какая-то вечеринка, похороны. Последние деньги угрохали на какой-то дорогущий ром, непонятно зачем, при этом будут деньги. Тут же какая-то истерика, визги, вой. И вот это действительно очень хорошо Достоевский подмечает вот эти все нюансы. Действительно, вот это присуще очень как бы русскому человеку, русскому духу, присуще вот для людей, чтобы люди подумали, что все у нас как у людей. Вот хоронить не на что, но вот чтобы вот поляну проставить, что называется. Подумаю, что там дети с голоду подыхают. Главное, чтобы вот в не упасть в грязь лицом, чтобы люди вот были довольны. Хорошо, там есть много, какие интересные герои, кого можно разобрать, собственно говоря, и об этом говорить бесконечно. Главным образом я хотела показать, что Раскольников шизофреник. Вот и все. Да? Вот и все. Согласны вы со мной? И поэтому какие там в жопу муки совести и так далее, когда обычные психиатрические случаи, собственно говоря. Все, я вас целую, обнимаю, подписывайтесь на мой YouTube-канал, заходите на мой сайт veronikastепанова.com и напишите, может быть, еще какую-то классику разобрать. Сегодня мы, видите, по Достоевскому прошлись. Вот. Может быть, еще кого-нибудь разберем. Значит, заходите, приходите на консультацию по скайпу и так далее. Сегодня я такая лохматая, у меня сегодня много волос таких. У меня скрипит шея. Вот я была на этом гребаном сеансе у китайской женщины 2 года назад, наверное, и у меня с того момента стал скрипеть шея. То есть, что бы я ни сделала, это постоянный какой-то скрип, как у дровосека, просто у какого-то. Все, я вас целую, обнимаю, дорогие мои. Коля!